Украина не будет бороться за Крым, Зеленский заявил о потере инициативы. Одномоментная тревога в десятке областей. Часть города оцеплена, жителей эвакуируют. Дроны совершили невозможное. Вайлдберрис уходит из России? Внезапное обращение к Кремлю. Роспуск правительства. Путина призвали немедленно уйти. ФСБ назвала имя главного террориста, суд над Лукашенко, продолжение истории с ирано-украинским конфликтом и многое другое, что произошло сегодня, 29 июля. Собрали все самое важное к вечеру среды. Это «Нехта». Меня зовут Дарья Петрова. Начинаем. Что ни день, то новые прилеты. Дроны над Россией стали делом уже почти рутинным. В Рязани досталось сразу двум целям – местному нефтезаводу и крупнейшему в регионе и четвертому по величине в стране складу Wildberries. В компании подтвердили эвакуацию сотрудников и закрыли доступ на объект. После серии успешных атак на склады маркетплейса Wildberries, по данным «Коммерсанта», срочно ищет складские помещения аж в Казахстане и готовы занять там вообще весь свободный объем. У меня один вопрос. Сколько всего останется не сгоревшими складов Wildberries и в какие сроки вся эта история вообще будет закончена? Прилетела и в Пермь, по заводу «Лукойл» Пермнефтеоргсинтез, одному из крупнейших НПЗ страны и стратегическому предприятию всей российской нефтепереработки. Сообщалось и об атаке на Ростовскую область с применением дронов и ракет. В Таганроге эвакуируют жителей атакованного района, чтобы, по заявлению местных властей, там могли работать саперы. Территория оцеплена. Ракетную опасность этой ночью объявляли в Калужской области. Угрозу атаки БПЛА в Чувашии и Удмуртии, а также в Московской, Липецкой, Ивановской областях. Украинский генштаб отчитался и о других пораженных целях. База скоростных катеров Черноморского флота в Крыму, радиолокационная станция в Брянской области, а также место хранения и запуска ударных дронов в Донецке, склад материально-технических средств и автомобильный мост в Донецкой области, который противник использует для военной логистики. Хорошая новость с фронта. Дипломатического. Визит Зеленского и украинской делегации в США, по оценке политика, обернулся настоящим успехом. Киеву удалось переломить настроение в Вашингтоне и убедить американских партнеров в главном, что Украина способна победить Россию. Еще недавно такое казалось немыслимым. Сам Зеленский в интервью Fox News заявил, что Путин потерял инициативу в войне и объяснил, за счет чего меняется ход боевых действий. Главный козырь – украинский ВПК. Сейчас в стране около 500 компаний разрабатывают военные технологии, а сама война меняется так стремительно, что оружие приходится обновлять каждые 3-6 месяцев. Когда речь зашла о Крыме, Зеленский заявил, что на данный момент вопрос возвращения полуострова не стоит на повестке дня, и важнее сейчас другое. Самое главное – не потерять людей. Именно поэтому мы всегда говорим, что готовы поддержать идею наших союзников, лишь бы достичь прекращения огня, а затем перейти к дипломатии. Но Путин, как мы видим, посылает совершенно противоположные сигналы. По словам Зеленского, российская армия теряет около 30 тысяч человек в месяц, и все равно Путин не хочет останавливаться. Для россиянина нет более убедительного признака скорой мобилизации, чем рьяные заверения чиновников, что ее точно не будет. На этот раз высказался тот, кому уж точно можно верить – Дмитрий Медведев. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. По словам Медведева, за первую половину текущего года контракты с армией заключили около 200 тысяч человек. Годом ранее за тот же период было на 10 тысяч больше. А российские регионы в попытке завербовать на войну больше граждан снова стали повышать выплаты за заключение контракта. Ранее Путин своим указом открыл военкоматам доступ к данным ЗАГС обо всех россиянах, чтобы проще было искать пушечное мясо. Указ же о частичной мобилизации, подписанный осенью 22-го, до сих пор действует. Так что формально новый документ и не нужен. Все уже готово. Плюс сам Путин обмолвился, что не раз слышал удивительный вопрос. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? Вот и складывается картинка. Контрактников не хватает. Базы данных под мобилизацию открыты, а старый указ до сих пор в силе. Предупреждения Зеленского о готовящейся волне мобилизации звучат все убедительнее. А вот Путина все чаще критикуют публично. Бывший актер Московского театра под руководством Сергея Безрукова записал видеообращение к Путину, и ролик уже собрал более 1 миллиона просмотров. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Распускайте все правительство. Я не хочу смотреть ваш телевизор. Я не хочу пользоваться ВК.
Я хочу пользоваться Инстаграмом, потому что он лучше. Я не считаю, что Крым наш. И это не какая-то великая фраза, ни один мой сверстник так не считает. Я не знаю, где находятся эти люди, которые любят вас как президента и уважают. Вы не мой президент. Ярмущику 26. Он родился и всю жизнь прожил при одном Путине. Другого президента попросту не видел. И, по его словам, теперь жалеет лишь об одном, что не сказал этого раньше. Я хочу, чтобы вы не просто закончили СВО. В видео я не сказал, что я хочу, чтобы вы ушли из жизни моей страны и никогда, как самый странный в мире индивид, не появлялись. Кстати, если про геополитику, то я хочу границы 2000 года. Кто со мной, поддержите. Спустя время актер опубликовал видео со словами Я уже и правительство люблю. Я уже и Владимира Владимировича как-то, понимаете, уважаю. Как думаете, что бы это значило? Мгновенное переобувание или все же ирония? Свои варианты пишите в комментариях. А вот самый емкий и вполне внятный ответ российским гражданам. Оттепели ждать не стоит. Будет только хуже. ФСБ заочно предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму и может объявить его в международный розыск. Грозит вплоть до пожизненного. Причина, по версии силовиков, следующая. Администрация мессенджера якобы не удаляет каналы и боты, через которые украинские спецслужбы вербуют людей на диверсии, теракты и мошенничество в России. ФСБ пишет, что с июля 2025-го задержано не менее 46 россиян, в том числе несовершеннолетних, которые потом поджигали банки и объекты энергетики. В Z-каналах от такого поворота приуныли. Теперь премиум Telegram равно спонсирование террориста. Хороший заход. Выборы будут огонь. Все будет огонь. Напомню, что российские военные до сих пор используют Telegram как основное средство связи на фронте. Еще позавчера Песков уверял, что с руководством мессенджера ведутся переговоры. Самое ироничное, что всего 2 года назад Кремль критиковал Францию за точно такие же претензии к Дурову. Тогда Путин называл его преследование избирательным, а вернуться в Россию его наперебой звали МИД, Госдума, Медведев и даже певец-шаман. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. И если бы тогда он послушал и приехал, сегодня сидел бы уже в российском СИЗО. А Песков в те дни говорил буквально следующее. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Да? Почему не арестовывают генерального директора Рено или Citroёна? Теперь Россия достает ровно те аргументы, которые сама же вчера называла абсурдными. Официальный аккаунт Telegram в X ответил Кремлю и выложил знаменитое фото основателя с показанным средним пальцем. Снимок, к слову, с историей. Сам Дуров впервые опубликовал его еще в 2011-м в ответ на попытку Mail.ru Group выкупить ВКонтакте целиком и подмять соцсеть под себя. Ну а мы напомним, что VPN в России пока не запрещен, и вы можете подключить наш Next Step VPN. Надежный и быстрый способ оставаться на связи, видеть, слушать и читать правду, а не то, что разрешено. Подключите один раз, и целый год блокировки будут чужой проблемой, а не вашей. Тем временем найдена лучшая защита от мошенников. Россиян теперь будут защищать картонные полицейские. Регионы вовсю закупают ростовые фигуры стражи порядка и ставят их у банкоматов с памятками о том, как безопасно обращаться с деньгами. Видимо, при виде картонки мошенник дрогнет, а доверчивый пенсионер одумается. Остается только восхититься, что цифровая безопасность поистине достигла новых высот. История с ударом по иранскому судну не заканчивается. Напомню, что ранее Тегеран обвинил Киев в атаке на свой торговый корабль в Каспийском море и угрожал справедливым ответом. Украина прибегла к дипломатии. В Рио главы МИД Андрей Сибига позвонил своему иранскому коллеге. После диалога Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не стремится к эскалации, но потребовал от Киева возместить убытки за пораженное иранское торговое судно. Тут, конечно, впору спросить, а собирается ли иранский режим возмещать убытки украинцам за дома, разрушенные иранскими шахедами? Но, думаю, ответа мы не получим. Ранее в СМИ распространялась информация, что Тегеран планирует запустить 3 баллистические ракеты со своей территории по Украине, о чем мы рассказывали. И по данным The New York Times, за грозной риторикой действительно стоял конкретный план. Иран всерьез рассматривал ракетный удар по одному из украинских морских портов. Правда, символический. Пустить ракету с небольшой боевой частью, чтобы навести страху, но без большого ущерба. Остановить сценарий удалось целым шквалом дипломатических усилий. Как
как пишет издание. Западные дипломаты вообще предупреждали иранцев, что реакцию Украины на такой удар предсказать невозможно, и все может рвануть куда серьезнее. Суд над Лукашенко в Киеве, первый шаг уже сделан. Офис президента Украины обратился к генпрокурору страны с просьбой рассмотреть возможность завести уголовное дело против самопровозглашенного президента Беларуси. Об этом пишет Reuters. Поводом стал запрос белорусской оппозиции. Форум демократических сил просил дать правовую оценку действиям Лукашенко за военные преступления, геноцид и государственный террор. Reuters пишет, что перспектив посадить Лукашенко на скамью прямо сейчас нет. Но само дело – инструмент давления. Киев и белорусская оппозиция смогут держать режим под международным прессингом. А поводов хватает. Мало того, что Минск пустил российские войска через свою землю, так еще и разместил у себя российское тактическое ядерное оружие. К тому же в 2023-м Лукашенко сам подтверждал вывоз в Беларусь украинских детей, якобы для восстановления после травм, вызванных войной. Будем поддерживать детишек. И мы договорились с Путиным, что мы будем из союзного бюджета нашего Беларуси и России финансировать эти поездки. Мы это делаем и будем делать, не глядя ни на какие упреки. Они пусть разберутся, что детишек из Украины вывозят, расчленяют и достают органы. Это уже не первый шаг Киева против Лукашенко. Еще в феврале Зеленский сообщил о введении украинских санкций против него и обещал активизировать противодействие всем формам содействия Лукашенко убийствам украинцев. Причем так, чтобы это имело глобальный эффект. Напоследок, как всегда, о хорошем. Сегодня 29 июля, Международный день тигра. И в Китае его отметили мило и с пользой. В зоопарке Сианя открыли прозрачный подземный тоннель. Посетители идут под землей и наблюдают за тигрятами почти вплотную. А те спокойно бродят и отдыхают, не замечая гостей и совсем их не пугаясь. А в другом городе, Харбине, сотрудник зоопарка уснул сразу с 3 подопечными на руках. Сам же День тигра придуман не только ради умиления. Это повод напомнить, как важно беречь этих зверей, их дом и защищать от браконьеров. В комментариях вы писали, что такие добрые новости вам нужны. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и до встречи утром.